Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости, а также какие движения по основным ключевым активам доллару, евро, рублю, золоту, нефти предполагаются сегодня с утра и в течение дня. Так, давайте начнем с календарика. На сегодня что у нас запланировано из важных событий? Это заявление по монетарной политике ЕЦБ в 14:30. Здесь, соответственно, предполагается волатильность по евро. И далее 15:30 базовый индекс розничных продаж, который покажет, что и как происходит в Соединенных Штатах. Ну, здесь это, по сути, оперативный индикатор, потому что сколько американцы тратят на приобретение товаров и услуг, соответственно, таким образом именно сейчас, в данный момент времени, и чувствует себя американская экономика. Для Америки это один из наиболее важных показателей, это связано со структурой, закредитованностью, ну и вообще как бы американцы, они привыкли ни в чем себе не отказывать. И поэтому вот этот показатель, на самом деле, он сейчас, сегодня нам снимет показания относительно реального положения дел. Куда ведут все эти перипетии с топливом, с безработицей и так далее. Ну и остальные события, которые сегодня ожидаются, предполагаются, они играют определенную роль, но они не обозначены такой степенью важности, как заявление о монетарной политике и базовый индекс розничных продаж. Так, друзья, далее, что касается новостей. К сожалению, ситуация на Ближнем Востоке пока не затихает, и там идет просто какой-то, с моей точки зрения, абсолютно искусственно созданный обмен ударами между арабами и израильтянами. Я все-таки надеюсь, что до конца этой недели ситуация стабилизируется. Но на самом деле, как оно будет, не до конца понятно, потому что Ближний Восток это все время, исторически сложилось так, это была территория, где как клубок переплетены и интересы всего мира, и всевозможные религиозные течения, веяния, и вообще, скажем так, такое место, которое очень легко можно привести в движение. А судя по тому, что сейчас такая турбулентность наступает, это как раз будет один из очагов, в котором будут пытаться создать какую-то напряженность и какой-то конфликт. Потому что через это место, эту территорию можно воздействовать на многие страны, которые как в регионе находятся, так и за ее пределами. С моей точки зрения, вот эти все события, которые здесь происходят в последнее время, они связаны с тем, чтобы сделать правительство Соединенных Штатов, новую администрацию, более произраильскими. Возможно, я ошибаюсь, и это всего лишь мое субъективное видение. Так, и вот есть новая точка, точнее, она не новая, она уже как бы давно существует, но ее сейчас тоже пытаются постепенно раскочегарить. Это, конечно же, китайские границы, в частности, так называемое Желтое или Китайское море. И, соответственно, Китай обложили. Сначала там немножко начинает полыхать на границе с Индией. Сейчас в Восточном, Желтом или Китайском, как его называют, море проводят учения. Но здесь, я все-таки надеюсь, только учениями все и ограничится. Так, друзья, и вот что примечательно, в Америке сейчас речь идет о том, чтобы вообще ходить без масок. Если вы вакцинированы, то вы можете ходить без масок. На самом деле, пока окончательно нет победы над эпидемией, я думаю, все-таки это решение преждевременно. И как только, в общем-то, будет значительное снижение, хотя бы там до 10 тысяч новых случаев в день для Америки, даже меньше, то вполне можно, наверное, поднимать этот вопрос о том, чтобы ходить без масок. Но с другой стороны, это имеет очень сильный психологический эффект, потому что люди, которые на протяжении года, даже более, находятся зажатыми в тисках, для них, соответственно, отказ от этих границ, он окажет очень позитивный психологический эффект. То есть у всех начнется эйфория, и все посчитают, что действительно вся эта жуть уже закончилась и осталась позади. Так, Илон Маск продолжает отжигать, соответственно, да, крипта типа это оказывается вредно, она приводит к сжиганию ископаемого топлива, но есть такая волшебная монетка Dogecoin, которую я уже разогнал, и вот эта монетка, она всем монеткам монетка. В общем-то, вот это график Dogecoin, так называемого, к тетеру, то есть это к условному американскому доллару, дневной таймфрейм.
Но исходя из того, что происходит в этой монете, действительно весьма вероятно, что движение будет в ближайшие дни формироваться на 67 центов за монету. Я вообще такие истории не очень люблю, но здесь как бы налицо манипуляция, прям вот открытая, самая такая злостная. И здесь есть технически все условия для того, чтобы вот это движение по переписыванию максимума, оно либо в ближайшие 1-2 дня, либо на следующей неделе произошло. Ну и соответственно, что здесь можно сказать? Вот это движение не разовьется, если будет коррекционный откат вниз и пробитие 37-36 центов вот этого диапазона. Вот. Но опять же, здесь с учетом того, что Маск начал речи толкать по поводу Dogecoin, высока вероятность того, что он даст либо до конца этой недели, либо на следующий 50% прибыли. Так, ну и вот такая животрепещущая тема, которая касается России. По поводу так называемой интеграции Восточной Украины в состав России. Я смотрю на Блумберге, это сейчас самая читаемая тема, и соответственно это может свидетельствовать о том, что уже в ближайшее время, там недели, месяц, вот эта повестка дня, она актуализируется, и здесь санкционное давление может усилиться, исходя из этого. Так, друзья, давайте посмотрим позиции на форце ММВБ по фьючерсу РТС. Здесь ставка на коррекционный откат. Посмотрим сейчас по графику, насколько это может быть реализовано. Сбербанк, здесь также ставка на то, что Сбер будет проседать сегодня. А по ВТБ аналогичная ситуация. Но ВТБ на самом деле там не все так просто. Сейчас мы ВТБ отдельно рассмотрим. Я все-таки думаю, на текущий момент вот эта ставка, она больше связана с хеджированием. Так, по Газпрому тоже что-то, мне кажется, они погорячились. Сделали ставку на дальнейшее движение вниз. Так, а вот по Норникелю наоборот ставка на рост, и как раз по Норникелю, я думаю, здесь есть все шансы для роста. Так, рубль-доллар. По рубль-доллар ставка на то, что сегодня доллар значительно вырастет относительно рубля. Евро-рубль аналогичная ситуация, ожидание, что рубль будет проседать к евро. Так, евро-доллар. Но здесь консолидация. Сегодня заявление о монетарной политике, я думаю, после этого заявления все придет в движение. Так, по нефти ожидают продолжение отката, но по нефти ситуация не очень однозначная. Скорее всего, отката дальнейшего и просадки сегодня не будет. Так, по серебру, по серебру здесь делают ставку на продолжение снижения серебра. Не думаю, что сегодня это получит развитие. Так, золото, здесь тоже ставка на просадку. Сейчас мы все это посмотрим. Так, китайский CSI 300. Он сегодня отскакивает, и на самом деле здесь вот это движение, оно достаточно сильное, которое идет вот в этом консолидационном диапазоне. Ему не дают уйти вниз, пробить донышко и обвалиться. И сейчас, соответственно, формируется фаза движения, тестирования верхней границы. На сегодня Китай, российский рынок и весь мир заряжает оптимизмом. Так, друзья, ну и вот SFD на фьючерс американский, S&P 500 вчера, несмотря на весь этот ужас и на кратковременное пробитие 4080, все это откупили. И, соответственно, сегодня пытаются восстановить позиции и сходить на 4150. Очень важно, как будет закрытие. Если оно будет выше 4080-4100, это с высокой степенью вероятности будет означать, что мы на следующей неделе вернемся на 4220. Если все-таки мы закрываемся ниже, то тогда до sale in May and go away. То есть сегодня вопрос определиться, то ли это настоящая просадка, то ли это выпуск пара, и соответственно здесь будет возврат в консолидационный диапазон. Но очень сильный ход — это, конечно, заявление по поводу масок, что маски носить не нужно тем, кто вакцинировался. А то, что не надо носить маски, это считайте, что ковид и ковидный кризис либо закончился, либо на пороге окончания. Так, друзья, далее биткоин. Маск его отругал, раскритиковал. Биткоин сейчас находится вот в этом диапазоне консолидационном. Это 47 тысяч, 52 тысячи. И на сегодня какие планы? Если 48 800, 48 500 не будет пробито, то высока вероятность того, что сегодня он пойдет тестировать 52 тысячи. Так, далее эфириум, дневной таймфрейм. Здесь по эфириуму высока вероятность того,
Так, это эфириум, биткоин, это немножко не то. Сейчас, одну секундочку, давайте все-таки на эфириум перейдем. Так, вот он эфириум в тетерах, в долларах США, все нормально. Ну и здесь ситуация на разворот вот этого падения и, соответственно, движение целевого 4050. Ну здесь я на 4-часовик с дневки перешел, здесь прямо четко ситуация обозначилась. Если не будет отката с пробитием 3500, то сегодня весьма вероятно мы пойдем на 4050. Далее VIX. По VIX вчера произошел откат, сегодня, соответственно, ждем, куда приведет на закрытие недели движение по VIX. Судя по вчерашней тенденции, мы сегодня должны закрыться либо на 20,5, либо ниже. Если такое произойдет, это будет очень позитивный момент. И действительно, в такой ситуации весьма вероятно это был короткий всплеск, разгрузка перед дальнейшим ростом. Если сегодня возврат в консолидационный диапазон ниже 20,5 не произойдет, то на следующей неделе мы наверняка увидим дальнейший рост VIX и просадку по рынкам. Так, далее индекс доллара, но он сегодня застыл, ожидает заявления по монетарной политике ЕЦБ. Сейчас он будет ходить в диапазоне 90,85-90,57. Пока не до конца ясно, как эта консолидация на сегодня разрешится. Если с дневки переходить на часовик, то сейчас, судя по всему, формируется движение, цель которого тестировать 90,59-90,55. Вот этот диапазон. Так, друзья, далее золото 1821 прокололи, но как только его прокололи, сразу движение наверх-назад сформировалось. И поэтому сейчас по золоту, я думаю, весьма вероятно будет попытка сходить на 1830 вот сюда вот. Соответственно, эта идея не срабатывает, если будет откат и пробитие 1817-1815. Пока, судя по часовому таймфрейму, здесь пошел импульс движения, цель которого 1830. Сегодня в первой половине дня. Так, друзья, далее нефть. По нефти, казалось бы, ужас, но не все так плохо. 66.25 мы так и не пробили. С моей точки зрения, это как раз позитивный момент, потому что без уверенного пробития вот этого уровня 66.25 весь этот кошмар, весь этот ад, весь этот обвал, он весьма вероятно перейдет в то, что сейчас идет набор позиций. И весьма вероятно, что в ближайшее время, там час, два, три, там до обеда по Москве, будет попытка тестирования и пробоя 67. И в случае пробоя значения 67,1 мы отсюда увидим рост, цель которого будет 68 на сегодня. Если все-таки мы идем вниз и происходит пробитие 66.25, то это уже будет негативный момент, и это будет означать, что в ближайшее время цель движения следующая будет в районе 65. Пока здесь больше факторов свидетельствует на то, что отсюда пойдет отскок наверх, но загад не бывает богат. Так, друзья, далее фьючерс РТС июньский, дневной таймфрейм, но здесь как бы никакими шортами не пахнет, здесь скорее даже все указывает на то, что сегодня пойдет движение с целью потестить и переписать 156 100, судя по дневному таймфрейму. А если переходить на часовик, то здесь абсолютно четко вот эта тенденция повторяется. И на сегодня у нас по РТС цель движения 156 тысяч. В каком случае сейчас с утра в первой половине дня эта цель не сработает? Она не сработает, если сейчас происходит коррекционный откат и пробитие 153 300. Если такое движение получает развитие, то у нас на сегодня цель движения будет в районе 151 300, 151. Но я жду, что сейчас с утра будет позитив, потому что Китай вырос, это будет отыгрываться. А вот к концу дня вечером мы вполне можем по РТС сходить в район 151 300. Так, друзья, далее серебро. Это недельный таймфрейм. По недельному таймфрейму мы с вами видим, что серебро ходит в диапазоне 28, 25 и 3. Так, ну вот исходя из 4-часового таймфрейма, здесь пар выпустили, и соответственно в ближайшее время, вот сейчас уже формируется разворот по серебру. Весьма вероятно, что либо сегодня, либо на следующей неделе мы увидим по серебру движение, цель которого будет 27,6. На текущий момент, если не происходит пробой значения 27, 26,8 вот этого диапазончика, то вот этот разворот не срабатывает, и мы либо от текущих значений, либо немножко просев,
откупаемся и идем на 27,7. Так, друзья, далее медь — это основной индикатор развития промышленности, электроники, зеленых технологий. Сейчас попытка разворота и обвала, но она на текущий момент не завершится, если не произойдет до конца мая пробитие 9700. Да, вот здесь идет попытка разворота. Мы посмотрим, как будет закрытие на этой неделе. Но в целом пока сказать, что карта меди бита, нельзя. То есть вот 9700, если пробиваем, тогда скорее всего да, и медь будет падать, пузырь сдуваться, и возможно это в дальнейшем приведет к тому, что все рынки начнут сильно корректироваться. Так, далее никель, дневной таймфрейм. Ну, здесь тоже есть вероятность того, что на Норникель сегодня будет давление из-за этого движения в никеле. Так, вот палладий тоже захандрил, и поэтому по палладию, если мы сегодня все-таки 2720 пробиваем, то скорее всего по палладию пойдет дальнейшее движение, цель которого будет 2560. Вот сюда вот. Вообще, как бы текущая картина и в никеле, и в палладии указывает на то, что норильский никель должен скорректироваться. Так, друзья, евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь вообще отличная картинка. Здесь все настроено на рост. На движение сегодня евро-доллар на 21.07. И в случае, если это движение будет реализовано, весьма вероятно, что движение наверх продлится. И цель этого движения будет находиться на 1,2135. Сейчас как бы важно, чтобы в первой половине дня не было отката и пробития 20,65. Если такового отката не будет, то у нас на сегодня цель движения сначала сюда, потом возможно отсюда выше. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. По фьючерсу ставка на то, что доллар должен отрасти хотя бы на 74,7. Судя по дневкам, мы вот в эти тиски зажаты, нижняя граница 74, верхняя 74,7. Но если переходить на часовик, то у нас, если сейчас пойдет движение с пробоем 74, 73, 95, то мы сегодня по рубль-доллар уходим в район 73,8, возможно 73,7. Однако, если такого движения не происходит, то у нас на сегодня цель движения отскок на 74,4. То есть сейчас вот ситуация эта разрешится, я думаю, в ближайшие 1-3 часа. И, соответственно, если здесь возникает пробой, то мы укрепляемся. Если такого в ближайшее время не происходит, то у нас на сегодня цель движения находится на 74,5. Судя по тому, что происходит в РТС, в общем-то, есть все основания для дальнейшего укрепления рубля и ухода на 73,8. Вот сюда вот. Но мне пока как-то в это движение не особо верится, потому что тучи санкционные начинают сгущаться. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь ситуация очень четкая. Мы вот в этом диапазоне 88, 90, 35. Даже здесь он более поджатый. 89, 21, 90, 35, 36. И на текущий момент у нас, ну, здесь просто напрашивается движение, цель которого будет на 89-87, вот сюда вот к этому значению. Но если мы сегодня получаем откат и пробой 89,2, то соответственно пойдет движение, цель которого будет тестирование 88,8. На текущий момент юрики делают ставку на рост как евро, так и доллара против рубля. И поэтому если и по евро, и по доллару то, что рассмотрели, по евро вот это движение на 89,15 развитие не получает, то мы в евро-рубле идем сегодня на 90. Вот сюда вот. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, делают юрики ставку на просадку в Сбербанке. На самом деле Сбербанк сейчас залег вот в этот боковик. И судя по тому движению, которое происходит, давайте поставим часовой таймфрейм. Сейчас здесь идет импульс движения, цель которого тестирование 309. Пробой 309 открывает ворота. Первая цель движения находится на 314. Если мы сейчас в первой половине дня вот эту цель не возьмем, ну, то есть ее либо потестим, но не пробьем, то у нас возникает от текущих значений, либо от этих значений откат, и цель этого отката движение в район 300-301. Вот сюда вот тестировать сильный уровень. Но на текущий момент все-таки, я думаю, в большей степени вероятно движение вот куда-то сюда.
Так, друзья, далее Газпром, ну здесь все понятно, движение на 258, последний штрих остался. Соответственно, эта конструкция ломается, если будет коррекционный откат и пробитие 238,5, 239. Если не ломается, то все эти откаты будут выкупаться и добивать его на 256. Так, далее Норильский никель, дневной таймфрейм. Ну смотрите, в палладии, никеле и меди назревает негатив. Но здесь вот эта траектория движения, переписывания или тестирования хай, она не завершилась. И поэтому на текущий момент, что здесь примечательно, если не возникает откатного движения с пробоем 26700, 26600 вот этого диапазончика, то мы после консолидации над уровнем 27150 пойдем переписывать вот этот максимум. Ну и переходя с дневки на часовик, здесь все условия для движения наверх. Но с учетом того, что наметилось в металлах, это движение долго не продлится. Так, друзья, далее ВТБ, месячный таймфрейм, такая страшная фигурка здесь. Ну, исходя из дневного таймфрейма по ВТБ, у нас цель движения находится вот здесь, в районе 5,5 копеек. Это движение сломает коррекционный откат с пробоем 4,8 копейки. Сейчас все указывает на то, что высока вероятность развития этого движения и ухода на 5,5 копеек. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов. До свидания.